Всем привет! Сегодня на моей кухне очень яркий, праздничный, нарядный салат, который я честно обожаю готовить для гостей, потому что он очень эффектно выглядит. Этот салат называется генеральский. На самом деле у него несколько названий, но я его готовлю именно как генеральский. Самое интересное, что в этом салате присутствуют свежие овощи, то, что я лично очень люблю. Итак, что понадобится для нашего салата? Те самые овощи: морковь, капуста и свекла, непременно свежие. Далее зеленый горошек консервированный, здесь баночка. Основа салата – говядина. И для приправ нам понадобится аджика, сок лайма, немного уксуса, здесь 1,5 столовые ложки 9%, немного майонеза и соль с перцем. Ну и для начала нужно мясо порезать тонкой соломкой. Не забываем, что мясо нужно нарезать поперек волокон. Чем более тонко мы нарежем мясо, тем более мягким оно будет в салате. Таким образом нарезаем все мясо. Говядинка наша готова, мелко нарезана соломкой. Помещаю ее в стеклянную или эмалированную посуду, потому что мы сейчас будем мариновать ее уксусом, поэтому пластик для этого не подходит. И теперь нужно ее замариновать. Добавляем соль и перец, сухую аджику и заливаем это все ложкой уксуса. Теперь нужно все это тщательно перемешать, чтобы мясо полностью покрылось уксусом. И когда мы это сделали, мясо нужно убрать в холод примерно на 20-30 минут. Теперь нам нужно нашинковать овощи. И чем более тонкая и длинная соломка из овощей у нас получится, тем более красивым будет салат. Я уже в одном из видео рассказывала о своей овощерезке. У меня есть вот такая вот штучка, и она здорово шинкует овощи. Это делается вот так. У кого нет, можно просто натереть на крупной терке. Наша морковочка готова. Вот такая она красивая получилась. Теперь ее нужно приправить. Добавим совсем немного соли, чуть-чуть перца. Я добавляю немножечко сахара, совсем капельку, щепотку. И теперь можно сбрызнуть каплями лимонного сока, или в данном случае у меня есть сок лайма. И немножко вот так прям руками пожать. Она промаринуется, все равно останется свежей, но приобретет особенный такой аромат и вкус. Оставляем ее настаиваться при комнатной температуре на несколько минут, пока мы занимаемся другими овощами. Теперь нужно нашинковать капусту. Нужно постараться нарезать капусту тоненько, потому что она тогда будет сочной и нежной в салатике. После того, как капуста нашинкована, с ней нужно сделать то же самое, что мы делали с морковочкой. Посолить, поперчить, добавить чуть-чуть сахара и немного сбрызнуть соком лайма или лимона. Точно так же немного помять, пожать и оставить мариноваться. Следом мы будем делать то же самое со свеклой. Ну вот наши овощи готовы, нашинкованы, замаринованы, стоят и ждут своей очереди. Самое главное в этом соблюсти пропорции. Всех овощей должно быть по равной части. За это время наше мясо в холодильнике промариновалось, оно посветлело, и это добрый знак. Я поставила сковороду нагреваться с маслом, и сейчас мы будем мяско жарить. Говядина обычно считается более жестким мясом, но так как мы его замариновали, тонко нарезали и сейчас хорошо обжарим, поверьте, оно будет таять во рту. Все, наше мяско дожарилось. И теперь можно прямо со сковородочки выложить его в центр блюда. Блюдо для этого салата нужно выбирать большое, широкое, потому что салат будет раскладываться красивыми горками по всему блюду. В центре мы выкладываем мясо. Красиво формируем горочку ровно по центру блюда. И теперь дело за овощами. Овощи я раскладываю, разделив их на две части. Одну часть я кладу с одной стороны, другую часть с противоположной. Теперь точно так же я раскладываю морковь. То же самое делаю со свеклой. Овощи за это время промариновались и стали очень ароматными.
И теперь горошек. Осталось украсить наш салат майонезом. И украшать вы можете по своему вкусу. Допустим, разложить в серединке. Или по краям. Или сделать солнышко из майонеза. То есть, как подскажет фантазия. На этом салат генеральский можно считать готовым. Но перед употреблением его нужно тщательно размешать. Я думаю, такой салатик станет украшением для любого праздника, для любого стола. Легкой вам готовки и приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, если вам понравилось это блюдо. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Пока!